Вечером 25 июля Ростовская область подверглась удару сильного штормового фронта, сопровождавшегося ливнями, грозой и шквалистым ветром. Непогода привела к масштабным нарушениям в энергетическом секторе региона. В общей сложности частичные отключения электроэнергии были зафиксированы в 15 городах и районах области. Это повлекло за собой временную остановку объектов водоснабжения и сбои в расписании железнодорожного транспорта. Смотри, сломала дерево. Ты смотри вообще, что это такое? Согласно официальным сводкам, под удар стихии попали центральные, западные и южные части Ростовской области. Проблемы со светом затронули 7 крупных городов региона. В их числе административный центр Ростов-на-Дону, а также Азов, Батайск, Таганрог, Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. Параллельно с этим аварийные отключения произошли в сельских территориях. Локальные повреждения линий электропередачи были зафиксированы в границах 8 районов – Азовского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского, Неклиновского, Родионова-Несветайского, Тарасовского, Усть-Донецкого и Мясниковского. Основными причинами отключений стали обрывы проводов из-за падения веток и деревьев, а также прямые попадания молний в элементы подстанций. Отключение электроэнергии на ключевых узлах линий электропередачи вызвало сбои в работе смежной инфраструктуры. Первым следствием стала остановка насосных агрегатов на водозаборных станциях. В результате прекращения подачи электроэнергии ограничения по воде затронули не только вышеуказанные города, но и смежные территории. Проблемы с водоснабжением фиксировались в Ростове-на-Дону, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, а также в ряде населенных пунктов Азовского, Каменского и Красносулинского районов. Вторым серьезным последствием стало обесточивание тяговой подстанции, обеспечивающей движение железнодорожного транспорта. По данным Северокавказской железной дороги, из-за прекращения подачи напряжения в пути задержались 27 пассажирских поездов. Время отставания от графика составило от 30 минут до 4 часов. Для стабилизации ситуации железнодорожники задействовали резервные тепловозы. Да что такое вообще, такого не видно? Тайфун какой-то. Да там надо. Настоящий. Посмотри, что делает. Ветки летают. В административном центре региона Ростове-на-Дону последствия непогоды потребовали введения режима повышенной готовности. Из 8 районов города 6 остались без света. В черте города штормовой ветер привел к одновременному отключению 18 высоковольтных линий электропередачи. Помимо этого, в единую диспетчерскую службу поступили десятки обращений о падении деревьев и крупных ветвей на проезжую часть и линии наружного освещения. Зафиксированы многочисленные случаи повреждения личного автотранспорта граждан. Энергетики и коммунальные службы города были незамедлительно переведены на усиленный режим работы для оперативной локализации аварийных участков. Ликвидация последствий стихии началась незамедлительно. К восстановительным работам привлечены подразделения МЧС и специализированные бригады энергетиков. Только в Ростове-на-Дону ремонтом распределительных сетей занялись более 30 бригад. В первую очередь напряжение подавалось на стратегически важные объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Благодаря этому к утру 26 июля удалось частично стабилизировать работу водопроводных станций и возобновить подачу воды в Ростове. В отдаленных муниципальных районах, в частности в Гуково и Новошахтинске, ремонтно-восстановительные мероприятия продолжаются в плановом режиме. Координация действий служб осуществляется правительством Ростовской области.
Произошедший сбой стал следствием прохождения через регион конвективного штормового фронта высокой интенсивности. В настоящее время восстановительные работы находятся на завершающей стадии. Специалисты Минэнерго продолжают отрабатывать локальные заявки потребителей в частном секторе. Жителей пострадавших районов призывают сообщать о точечных отключениях по телефонам горячих линий электросетей или в единую службу спасения. Улица Каракумская, за домом Орбитальная 68/2. 3 столба. Раз-два упало, деревьев куча. Не знаю, может быть под напряжением дерево перегородило. Там со стороны Мясникована дерево упало, проезда нет. Вот столб валяется с проводами. Провода в воде. Вот такая ситуация на Малиновского. Машины плывут. Да уж. Это вообще против течения. Люди сами чистят ливневки. Ростов-на-Дону. Когда это уже закончится? Машина скорой помощи утонула. Поплыли мы. Ожидаемо. Вот, пожалуйста, главный ЖД вокзал, въезд. Такие вот моря. Не знаю, стоит ли пробовать. Вот там. Там неких